Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент 4 ножками. Средняя площадь каждой из них составляет 50 см². Определите давление станка на фундамент. Известно, что масса станка равна 300 кг. Известно, что средняя площадь одной ножки равна 50 см². Можно определить давление, которое создает станок на фундаменте. Мы знаем, что давление – это сила, деленная на площадь. В данном случае сила, которая производит давление, это не что иное, как вес самого станка. Так мы можем записать, что в данном случае сила равна весу станка. М умножить на G. Ну а площадь станка – это будут у него 4 ножки. Значит, будет все 4 ножки площадь станка. Он же опирается на 4 ножки. Значит, вся площадь будет равна 4 умножить на вот это значение. Тогда давление будет равно mg умножить на G и делить на 4 вот этих площадь S ножки. Берем здесь G как 9,8 метров за секунду в квадрате. Теперь можно подставить все эти значения для того, чтобы определить давление, которое создает этот станок на фундаменте. Равно подставляем 300 килограмм умножить на 9,8 метра за секунду в квадрате. И делить на 50 сантиметров квадратных. Это одна ножка, и умножить это дело на 4. Числитель у нас неплохо получается, что килограмм на метр на секунду в квадрате это будет не что иное, как ньютон. А вот сантиметры квадратные нужно превратить в метр. Знаем о том, что 1 сантиметр это 1 метр, деленный на 100. И вот вместо сантиметра подставим сюда, под этот квадрат. Переписываем это все, будет 300 килограмм на 9,8 метра за секунду в квадрате. А здесь внизу пятерку давайте запишем в начале, умножить на 50. И вот это сантиметр квадрат запишем вместо него вот это значение. Другое запишем метр, что делится на 100. Это все будет в квадрате. И не забудем о том, что необходимо в квадрат возвести вот эти все обозначения. И так будет равно. Дробь большая 300 килограмм на 9,8 метра на секунду в квадрате. Внизу будет 4 умножить на 50. Здесь метры квадратные останутся. А 100 в квадрате в этом знаменателе сразу можно записать число. Умножить на 100 в квадрате. Килограмм на метр на секунду в квадрате это не что иное, как ньютон. Мы можем это все записать как ньютон. Ньютон делится на метр квадрат. То, что надо. Можно сократить вот здесь вот эту 50-ку. И с этой тут будет 6 и 50. Все-таки меньше. А 100 в квадрате написать 10 четвертых. Запишем 6 умножить на 9,8 ньютонов уже можно написать. Потому что килограмм на метр на секунду в квадрате это ньютоны. Умножить на 10 четвертых и разделить на 4 метра квадрат. Не забывайте об этом. И равно это все будет 58,8 умножить на 10 четвертых ньютонов, делить на 4 метра квадратных. Мы получаем 14,7 умножить на 10 четвертых ньютон на метр квадратный. Ньютон на метр квадратный можем заменить как 1 паскаль равен 1 ньютон делить на метр квадратный. Вместо этого значения можно просто теперь уже подставить паскаль. Будет 14,7 на 10 четвертых паскаля. А если мы уберем отсюда 1/10, будет 147 на 10 третьих. Можно записать, что P равно 147 умножить на 10 третьих паскаль. 10 третьих теперь уже можно тоже убрать в килопаскале. Получаем либо значение 147 килопаскаль. Итак, P равно 147 килопаскаль.